Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всем всего самого-самого наилучшего сегодня. Стучит, гремит, на пороге стоит, такой вот расклад будет. Давайте посмотрим, что там стучит, что там гремит, что у вас уже на пороге, что хорошего идет, что плохого может постучаться. Все рассмотрим, посмотрим, какие ходы сделать, что предпринять, если что-то будет нехорошее. И в то же время, если карты обо всем хорошем расскажут, будем радоваться и ждать этого обязательно. Потому что хорошее надо ждать, и в это надо верить, и тогда оно придет быстрее. Угу. Беру двухстороннее таро. И посмотрим сначала сигнификацию. Что карты про вас расскажут на сегодняшний день. Думайте о себе. Думайте о себе. И проговорите свое имя. Угу. Вы мир воспринимаете через эмоции. Интуитивно стараетесь в чем-то разобраться. Очень много карт, именно как будто вы что-то думаете. В чем-то разобраться надо, да. В какой-то ситуации вашей жизненной. С кем-то вы много разговариваете. У кого-то хотите узнать какой-то ответ, какой-то, не знаю, что-то узнать. Вы не сидите на месте. Чувствуете себя немного одинокой. Ну, отшельник вышел все-таки. Чувствуете себя, как у разбитого корыта периодически. Но все-таки дороги есть. Дороги, какие-то передвижения, какие-то перемены, хоть маленькие, но они есть. Вот они есть. Или они у вас на пороге. Карты говорят, что вы действительно воспринимаете этот мир через какие-то большие-большие эмоции. То грустно очень, то плакать хочется, то весело, задорно, как будто в душе вот разливается весна. Вы непредсказуемы немножко на сегодняшний день. С хорошей ноги встанете, либо как-то в настроении, да, но вы непредсказуемы. Вы непредсказуемы. У вас все что угодно может поменяться прямо в долю секунды. Мало того, что тут карты говорят о вашем, да, вот ваших эмоциях, тут еще и карты говорят о том, что может что-то случиться в вашей жизни, непредсказуемо, не просто вот то, что вы не думали даже. И да, вы будете как-то растеряны вначале, но потом будете вливаться вот во что-то новое. Оно идет к вам, оно светит вам на дороге вашей жизни, освещает ваш путь. Знаете, вы действительно стоите на пороге каких-то грандиозных событий. Такое впечатление, что к вам праздник идет. Но я про это еще посмотрю. Где-то вот задумались о чем-то, где-то по дьяволу что-то решили, что-то сделали вопреки всему. И потом отдыхаете, либо устали, либо опять настроение упало. Ну, как-то так вот. Вот сегодня вот так карты вас описывают. Может быть, это, частенько так бывает, может всегда, может быть, только сейчас, да, вот как-то вот эмоции стали прыгать, потому что 100% подходит какой-то очень сильный энергетический баланс, очень сильный энергетический вот шар такой вот, как будто бы к вам подходит. И да, вы, не знаю, как бы по картам я вижу, вы должны чувствовать эти перемены. Они какие-то подсознательные. Вот вы чувствуете, что что-то вокруг вас меняется, что свет может быть не совсем такой уже, да, вот с неба, дождик, летучки или солнышко, или как-то вот по-другому. И постепенно вы как будто выходите из каких-то темных ограничений. Подвешенная ситуация переходит вашим врагам. 13-й аркан еще и выходит. 100%. По правосудию перемены будут у вас и у ваших врагов. Вашим врагам переходит вот эта подвешенность, какие-то плохие моменты, вот все, что было на вас послано, все, что было мысленно, там,
действиями какими-то, да, что-то делалось для вас плохо, оно все уходит вашим врагам. Здесь конкретно по сердцу ударит какому-то человеку или каким-то людям, которые к вам лезли. А у вас трансформация в другую сторону, по правосудию все идет. У вас как руки будут развязываться. Мужчины смотрят, думают о вас, при каких-то дорогах будете общаться, куда-то поедете, с кем-то встретитесь. Это может быть деловые встречи, это может быть любовные встречи, но такое что-то идет к вам на порог. Да. С нуля что-то, но маленькими шагами начинает проявляться, но в ваших руках сила самого мага. Так, наконец-то у нас дама вышла, но спиной. Это дама бубен, да, пентаклей, денежная дама. Вот, спиной, правда. Много работы, много проблем. Есть. Ну, может быть, я немножко утрировала, да, сказала, что много проблем. Но иногда просто хочется действительно закричать здесь. Ну почему так много проблем в самых мелочах? Вот иногда так бывает. А так, может быть, и немного, может, пару проблемок там есть, которые вы обязательно решите, еще и что-то с нуля начнете даже, какой-то новый путь, в обход чему-то, вопреки чему-то. Вот. Здесь еще есть работы много, да. Планы, которые, может быть, меняются. Не исполняются точь-в-точь, как вы запланировали, а немножко меняются. Все-таки карта перевернутая вышла. Потому что жезлов как бы огня, он открыт. Да? Это что ты запланировал, ты туда идешь, все будет светло, понятно. Нет, здесь будут какие-то волнения, какие-то, может быть, недочеты, может быть, какие-то проблемки, опять же, да, про это тоже скажу. Но сам факт того, что вы действительно сила, и вы справитесь с любыми проблемами, которые будут на вашем пути. Они, к сожалению, еще будут. Ну, вышло вот так эта карта. Здесь еще и с работой, когда ты вкладываешься и не совсем получаешь то, что хотел бы. Вот. Ну, будешь, пятерка жезлов. Это предпобедное состояние. Будешь все равно добиваться своего. Во что бы то ни вышло, все равно будет так, как вы решите, так, как вы захотели. Звезда. Звезда спряталась, но выходит человек. Слушайте, я вам сейчас скажу здесь такое. Какой-то человек идет к вам в жизнь. Вы, может быть, даже не подозреваете совершенно. Может быть, немножко догадываетесь, кто это может быть. Может, даже не подозреваете. Может, это вообще новый человек. Но какой-то человек идет в вашу жизнь, чтобы вас поменять и около вас все поменять. Серьезная. И здесь как бы звезда, да, я бы сказала, вот, если бы она так вышла, что исполнение желаний, вы идете к своей цели. Нет, вышло вот так. Звездопад, во-первых, как дождь, да, такой вот, как звездный дождь. Но и человек рядом с вами, на вас смотрит. Какой-то человек рядышком крутится. Возможно, где-то вы сомневаетесь, возможно, в чем-то вы не уверены, но и в то же время внутри вас горит огонек на победу вашу. И вот какой-то человек либо руку помощи просто вот протянет, либо он вам скажет что-то, и вы как воспрянете. Либо это человек именно вот на долгую жизнь к вам идет в жизнь. Это очень хорошая карта здесь вышла. Здесь действительно не знаешь, что будет, но точно нужно быть уверенной в том, что будет именно так, как хотелось бы, даже если вы не совсем придумали там, или представляли, или там мечтали не совсем так. Даже если не совсем так все мечтали, да, но вы будете радоваться. Вот здесь вот эта карта сильная на пороге вышла, вот здесь, как заключительная. Как что-то теплое, что-то сильное вас оберегает. Возможно, по этим звездам вас сами ангелы сейчас очень сильно оберегают и на победу ведут. Будете радоваться какой-то победе в вашей жизни, очень радоваться. Но все равно есть еще какие-то загвоздки, есть еще время, когда, да, где-то не так, где-то там, может быть, какие-то даже маленькие разочарования прочувствуете. Но карты говорят, не стоит.
Ну, эмоции есть, действительно человек живет, действительно есть качельки немножко в жизни, но вкладываетесь вы по полной. И поэтому по полной вы будете получать свое счастье, свою удачу. 100% здесь. Здесь восьмерочка. Вкладываетесь ого-го в эту жизнь. Знаете, интуитивно стараетесь в чем-то разобраться на сегодняшний день, но в конечном итоге у вас все получится. Интуиция вас не подведет. Не подведет. В каком-то вопросе, да, в каких-то делах интуитивно стараетесь разобраться, понять что-то для себя или понять и разобраться в чем-то для общества даже, что дальше, какой шаг делать. Вы сегодня в раздумьях. Вот так скажем, в раздумьях. Есть мысли в голове, их может быть даже много, одна другую погоняет. Но вы сегодня в раздумьях. Знаете, еще хочу тут сказать, на всякий случай, вот по вот этому жезловому тузу перевернутому, около вас и спиной, да, вы, еще и работа, потому что вы загружены в эту жизнь, но выходите на новое, это хорошо. Хочу сказать здесь еще как предупреждение, смотрите, в ближайшее время может случиться такая ситуация, из-за которой вы будете плакать. Образно говоря, может реально плакать будете. Смотрите, не попадите в какую-то аферу. Вот так вот еще хочу сказать. По деньгам, по поводу денег. Ну, потому что маг выходит все-таки. Да, здесь сила 4 стихий, это прекрасно. Это значит, новые шаги все равно будут сильные ваши. Сильными. Но еще и маг это все-таки маг. Поэтому, да, предупреждение есть. Смотрите, в ближайшее время не попадите в какую-то аферу. Либо какие-то страстные действия, да, когда вы чем-то загоритесь, когда вы захотите что-то сделать, и вас будут кто-то, ну, подталкивать, да, кто-то будет вот, давай, вот это сделаем, вот это, и вы загоритесь этой идеей, смотрите аккуратней. Или по поводу денег, давай вложимся там, или вложись вот в это, давай соберемся, ну, не знаю, просчитывайте, продумывайте это все. Интуиция вас не подведет, но с бухты-барахты действовать не стоит. Не стоит. Еще хочу сказать здесь по этим картам. Информация хорошо идет. Если вам кто-то будет советовать какие-то лекарства, это если не врач. Если ваш врач, доктор, да, ну там, конечно, все-таки профессионал, смотрите. Если это просто соседи, родственники, кто угодно, пожалуйста, обратите на это внимание. Не загорайтесь глазами, что все получится, выздороветь, там головные боли пройдут или похудею конкретно. Пожалуйста, задумайтесь над этим, потому что, да, вы можете просто сорваться, просто уйти реально на ноль. Не в дороге новой, когда двери вам открываются, вот это нулевой аркан выходит, а именно упасть, если вот так посмотреть, вот, и потом спиной еще стоять, и набираться сил, и время утеряно, и здоровье подорвано, будьте аккуратны. Вот в этом еще, да, не участвуйте в аферах каких-то даже, просто ради себя. Просто ради себя, своего здоровья. Афера, да, это тоже можно назвать аферой, когда тебе советуют какое-то лекарство, травки там, может они вам нельзя. Не знаю, мне так пришло. Именно как перемена, именно как гроза такая. Как будто тебе что-то предлагают по вот этому тузу. И вдруг молния с неба, как предупреждение, подожди и подумай. Вот так вот здесь еще идет. Вот такая карта. Не, ну вот здесь вот это вообще. Это хороший знак, очень хороший знак. Что в вашу жизнь действительно идет какой-то человек. И обстоятельства, которые будут таки складываться так, как надо. Так, как надо. Пока что, да, вы спиной. Как-то здесь и паж спиной, и королева. Почему вы спиной вышли на сегодняшний день? Плоховато вам? Ну, в раздумьях каких-то, да. В раздумьях. Поэтому спиной немножко закрываетесь от мира. Может быть, страхи. Страхи на сегодняшний день. Каждую ночь, каждый день чего-то вы боитесь. Может быть, так. По десятке и закрытой королеве. Может, недомогание. Поэтому обращайтесь лучше к специалистам. Не вот к этим зазнайкам или кто они там вот такие просвещенные все, что все знают. Не знаю, но мне карта говорит, не стоит. Не стоит ни в коем случае. Что-то употреблять, то, что тебе посоветует просто подруга или просто какой-то
сосед или даже родственник. Ну вот только к профессионалам, да. Если вы считаете, что это правильно, кто вам что посоветовал, ну, значит, так оно и будет. А по десятке вы, ну, кто-то что-то вот как-то тяжеловато на душе немного, да? Есть какие-то сомнения по поводу завтрашнего дня, по поводу даже сегодняшнего вечера, допустим, полностью. Но это все как перед рассветом. Вот еще и как вот он, огонь горит, да, вулкан просыпается. Это как перед рассветом. Как я как-то уже говорила, да, что самое темное или самое тяжелое время это перед рассветом. Не знаю, почему тяжелое, но самое темное, скорее всего, тут так лучше сказать. Хотя по картам что-то в вашей жизни есть не так. Что-то тяжеленькое тащите на себе. Но знаете, точно перед победой это все. Скоро какая-то победа в вашей жизни будет. В чем-то вы действительно победите. А работа, любовь, а может быть везде. Может быть везде даже. Вот это и будет победа настоящая. И все будет хорошо, хорошо. Нет, карты, да, сказали предупреждения какие-то, но неплохо, неплохо. Давайте смотреть дальше. Так, хочу посмотреть еще вот на этой колоде, а потом тут тоже буду дополнять. Это оракул, символон. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Какой ангел к вам стучится? С какими-то посланиями. Новость какая-то. Хорошая. Ну, от ангела. Хорошая новость. Стучит. События. Ну, скажу так еще здесь по вот этой карте. События последних 3 месяцев, которые были уже, да? Вот события этих 3 месяцев. Наконец-то будет что-то решаться из них. Что-то вы вот в 3 месяца последних переживали много. Может быть, какое-то дело тянули, никак что-то не прояснялось. Может, какой-то документ не подписывался. Вот наконец-то будет что-то решаться, но немножко другим способом. Что-то с другой стороны подойдет к вам, и вы будете, да, рады от того, что именно так случилось, а не иначе. События последних 3 месяцев как подгоняются под развязку. Ангелы будут с вами. Так, что еще стучит? Тяжесть уйдет. Позитивные перемены всех сфер жизни идут к вам. Тяжесть какая-то уходит. Наконец-то. Наконец-то что-то будет решаться. И наконец-то уйдет какая-то тяжесть. Вы будете подниматься вверх по своей линии судьбы, но уже без этой тяжести. Вы что-то сами скинете из себя, какой-то груз. Вы от чего-то сами отмахнетесь, не знаю, выметите из своей жизни. Но и в то же время сама судьба тоже будет рядышком и будет помогать вам. Что стучит? Ох, какая карта сильная. Сильная-сильная вот эта карта. Так и будет. Так и будет. Знаете, позитивные перемены. Стучатся к вам позитивные перемены. И здесь я скажу, и новости, и работа, какие-то тяжести, да, что-то переменится для вас, что-то сбросите, что-то новенькое возьмете, но уже с радостью нести будете, да, свой крест нужно нести. И он мой, да, можно так сказать, мой, но пусть он будет не такой тяжелый. Но вот как бы тут скидывается эта тяжесть. И да, позитивные перемены идут, и скажу так, во всех сферах жизни вашей. Во всех сферах. Материальное, семейное, вот какой-то успех, какая-то радость, тепло, счастье, вот эта карта излучает. И вот это идет к вам, это стучится к вам. Это стучится к вам в жизнь. Праздник к вам идет, как я и говорила в самом начале. Вот праздник к вам идет, будете чему-то очень радоваться. Может, просто проведете какой-то интересный день со своими друзьями на шашлыках. Может быть, день рождения у кого-то будет. Может, еще какой-то праздник у вас. Там крестины, ну еще что-то, да, проведете. Но это будет как начало чего-то интересного. Может быть, серединка, но то, что будет, будет очень длительным. Даже если это серединка, все равно вы уже радовались, вы порадуетесь еще. И дальше действительно что-то как-то, вот что-то хорошее, теплое идет к вам, вижу. Очень хорошо. Здесь карты сильные такие показывают. Угу. Скоро будет эмоциональные какие-то, вот будут какие-то всплески ваши. И да, вы будете что-то прям даже кричать в радость. Что-то будете как хвалить, спасибо говорить. Может, высшим силам, может, какому-то человеку, может, сами себе.
Ну, как будто вы будете прям спасибо говорить. Ждите каких-то перемен, действительно, новостей хороших. Эмоциональные всплески, да, они будут, они и так у вас есть, потому что вы воспринимаете все через эмоции. Что еще стучит? В дом радость, я же говорю. И счастье, и гармония, и благополучие. Ох, хорошее стучится к вам, ох, хорошее. Новые дороги какие-то будете открывать для себя, новые возможности. Какой-то человек придет к вам. И любовь. Любовь, любовь, любовь. Это туз кубков. Но это, правда, Ленорман, это, то есть, ну, оракул. Здесь как полная чаша, сфера жизни вот меняется. То, что я и сказала. Я вот по этой уже увидела, эти как дополнили. 100%. Поездка какая-то будет или поход, куда-то пойдете, либо кто-то к вам придет. Будете разговаривать, будете выяснять что-то с человеком, который обидел вас в прошлом, и да, вы тоже скинете этот груз. Либо простите этого человека, и груз скинется с плеч, либо вы все уже поставите все на свое место и закроете окончательно перед ним дверь, и тоже в этот момент сбросите с себя какой-то груз, который вас давил все это время. С каким-то человеком будете разговаривать. Потом будете прояснять какую-то ситуацию. Сейчас. О, да. Будете прояснять какую-то ситуацию, которая тоже даст вам освобождение. Вы выиграете это дело. Возможно, не теми путями, которые вы придумали себе, но вы выиграете то, что вас грузило, то, что не получалось, либо то, из-за чего вы очень сильно переживали и даже боялись. Вы выиграете это дело. У вас действительно будет какая-то победа. Прекрасно. Так, что тут вот эти еще карты скажут? Что стучит к вам? О, высшие силы выходят с вами, ангел с вами. И тут, и тут. Угу, пятерка. Оно действительно так. Наконец-то будет что-то решаться, наконец-то что-то станет на свои места, наконец-то вы подниметесь. Вы подниметесь. Знаете, как выйдете из какого-то затворничества. Если вы одна постоянно, одна работа, ну, может быть, у компьютера работа, может быть, действительно, вы приходите на работу и даже некогда поговорить, вы как будто бы здесь поднимаетесь от этого, вы как будто бы наконец-то, я не знаю, как сказать, глаза, что ли, открываются на что-то. Так, ладно, это еще посмотрим. Но здесь как будто вы выходите из чего-то темного, и мысли ваши начинают меняться. Мысли даже. Потому что вы начинаете видеть что-то. А ну. Иерофант. Вы действительно начинаете видеть своими глазами. Не тогда, когда ты в пол смотришь и что-то просишь. Или в небо смотришь, что-то просишь, но не знаешь, будет, не будет. А здесь уже ты видишь. Ты уже здесь, вот судьба, судьбоносная карта, 20-й аркан. Ангелы вышли. И 5-й аркан – это Иерофант. Здесь уже ты видишь, что ты хочешь. Ты получаешь свой ключ от жизни. Ты действительно выходишь из каких-то ограничений и поднимаешься с колен. Вот как. Поднимаешься с колен. Ну-ка еще. Так, здесь, интересные события 100% будут. Ох, ваши враги будут наказаны. Да, сердечко будет у них теперь болеть. Ваши враги будут наказаны. Стучит в вашу жизнь успокоение через какие-то интересы. Интересы, и будет успокоение. Но может быть такое, что постучится в вашу дверь, образно говоря, а может реально, человек какой-то, либо какая-то ситуация, да, которая не будет вам в радость, не будет. Но здесь тогда, опять же скажу, сработает интуиция, не выключайте ее. Возможно, даже
по первым картам, что выходили, вам кто-то именно в этот момент протянет руку помощи и подскажет, как вам быть. Может постучаться вам в дверь ситуация, либо человек, которые не нужны вам в этой жизни. И да, они принесут печаль, горе и разбитое сердце. Поэтому здесь либо сама судьба вступится за вас и как будто бы поведет, подтолкнет вас на нужный путь и как правильно поступить, чтобы этого не допустить в своей жизни. Либо же какой-то человек, именно просто какой-то человек, да, может с с каким-то советом придет, может быть просто придет, и вы на него переключитесь. И все, и забудете про что-то другое. Но здесь будут поддержки в вашу сторону идти. Да, и такое тоже может быть. Ну, давайте посмотрим, что гремит. Да, стучит неплохо так. Так, оставлю здесь. Вот так. Итак, что гремит? Любовь гремит. Чем любовь может греметь? Любовью? Ой, дети порадуют вас. Дети вас порадуют. Как хорошо. Реально какой-то вопрос очень важный для вас. Именно разрешите сами. Как будто бы вытяните что-то. Как, знаете, как подарок какой-то, что ли, вам будет. Как счастливый билетик. Серьезно, как счастливый билет вытяните. Нечаянно, непредсказуемо. Что гремит? Любовь. У кого-то свидание. У кого-то страстная ночь будет даже так. Ночь. Здесь как луна, ну как ночь, да. Страстная ночь будет, и вы разберетесь в себе, вы разберетесь в своей ситуации жизненной, что-то станет действительно понятным наконец-то. Или новая встреча с неизвестным человеком, которая приведет к каким-то очень приятным, таким гармоничным, каким-то интересным изменениям в вашу жизнь. Потом, да, я сказала, с ребенком все будет хорошо у вас. Если есть переживания какие-то, может быть, разговора давно не было, да, кто-то с кем-то, может быть, на расстоянии, может быть, не говорили давно, взрослый человек, может, ребенок ваш, подросток ли, да, здесь будет хороший разговор, либо даже молчаливый по луне, молчаливое понимание, вот так хочу сказать, да, здесь молчаливое понимание, душа в норму придет, потому что душа побаливает за детей, конечно же. Кстати, гремит еще у вас то, что кто-то из вас скоро узнает, что будет мамой или будет бабушкой. Вот такое вот еще гремит. Да, вот такое еще гремит. И как будто вы действительно что-то как счастливый билет вытянете. Есть завистники, есть вампиры около вас. Очень много реально работаете, аж, не знаю, без передыху. Менять. Вы что-то действительно прорвете в своей жизни. Как из чего-то замкнутого выйдете, разобьете все, стереотипы какие-то поменяете. Много от вас зависит тоже. Но вы, скажу так, настроены на позитив, настроены на победу, настроены на то, что я хочу, и я это буду получать. Я не вижу в этом раскладе сегодня, что вы, в какой-то, не знаю, там, паники совсем уж, да, или же в какой-то депрессии, которой вот уйдите от меня, я хочу одна быть постоянно, да, нет, я не вижу по этому раскладу такого, наоборот, здесь все, что идет к вам, потому что вы тоже этого хотите, потому что вы это ждете, вы это приближаете к себе, это прекрасно, но работаете много, да, работаете вы много, и много очень думаете, много беспокоитесь, и есть такая энергия вокруг вас и в вас самой по этим картам. Знаете, вы как что-то отрежете от себя, есть. С чего-то выйдете и что-то отрежете. Башня. 100%. 100% что-то плохое от вас отвалится. Угу. Что-то отвалится. Исполняться желания начнут. 7 кубков. И 10. Что-то сложное, что-то тяжелое, но нужное. Просто они вот так вот 7 и 10 рядом.
выходят. Что-то нужное будет идти в вашу жизнь. А что это? Опять Иерофант выходит с Божьей помощью. А это как с колен становитесь. Да, тяжело, да, где-то непонятно. Серьезно. Десятка мечей, да, это плохая карта, это тяжелая карта, это болезненная карта. Но здесь скажу так, возможно, ваше желание исполнится, и вы выздоровите, из чего-то выйдете. Здесь сложная ситуация может вас обойти и действительно закончить свое существование в вашей жизни, потому что будет строиться что-то новое, новые желания будут появляться, новые возможности будут открываться. Так, что еще здесь? Здесь, может быть, вы будете расстраиваться, что что-то не получилось и не исполнилось. Будете говорить, вот, я вот это желала, оно не исполнилось. Подождите, не торопитесь. Исполнится через время, в свое время. Либо исполнится что-то по-другому, где вы больше радоваться будете. Ну, вот сочетание этих карт так говорит. Угу. Так, что-то с денежками будет, вложение куда-то. Ну, интересное что-то. У кого-то гремит переезд. Переезд какой-то. Будете решаться на что-то, решитесь. И да, будут сомнения, но все равно вы преодолеете эти сомнения. И решитесь на что-то очень важное, на какой-то важный шаг в вашей жизни. Угу. Пятерка мечей. А ну. О, императрица. Это значит, и сами из каких-то иллюзий, обмана выйдете. Пятерка мечей. Закроете дверь во что-то неприятное. И сами, да, вот подниметесь. И еще что-то получится так, что вот ворвется в вашу жизнь. Да, именно таким словом хочется сказать, неожиданно будет. Ворвется в вашу жизнь, когда вас подтолкнет куда-то. Подтолкнет императрица вы. Вы сила, вы сами можете решать, но и будет что-то, что вас подтолкнет на какой-то, да, наконец-то, правильный шаг. Хорошо, хорошо, когда есть подсказки. Возможно, сон какой приснится, возможно, какое-то понимание придет, возможно, какой-то человек мимо будет проходить, какую-то фразу скажет, и вам станет многое что понятно. Вдруг, неожиданно, так бывает, так бывает. Вот такое еще вижу на вашем пороге. То есть, что гремит, да, вот. А тут, кстати, могу даже сказать, что вот здесь вот, да, над вами гроза. Гроза такая, да, и башня тоже как гроза. Что гремит? А может, гроза у вас будет? Вот уже скоро-скоро. Да, у кого-то снег, у кого-то гроза, может быть. Действительно гремит гроза к переменам погоды, к переменам атмосферы, воздуха. И тоже вам на счастье будет во благо, потому что жизнь идет, жизнь должна радовать, должна тоже меняться, а не в застое постоянном сером таком быть, да. Так что скоро будут деревья распускаться, может быть, или там какие-то цветы уже зацветут, может быть, кто-то позже смотрит видео, листики опадать с деревьев будет, не знаю, сейчас пока что еще нет, когда я делаю это видео, но когда вы нашли это видео, значит оно важное, вот именно в этот момент. Поэтому говорю, что-то вот как гроза действительно среди ясного неба, что-то греметь в вашей жизни будет интересное. А ну-ка, дайте посмотрю про вот этого вампира. Вампир тут вышел, в сторонке стоит. Но этот вампир на любовь именно идет. Слушайте, в вашей жизни мужчина был? Ну да, тут руки связаны, и в клетку, и дама, королева, опять отвернутая выходит. В вашей жизни был мужчина, который был вампиром. Мужчина или женщина по нулям. Этот паж. Хотя, да, вот как по работе, может, даже это был и женщина какая-то. Больше все равно мужская энергия мне идет. Больше как мужская. Но женская тоже может быть. Потому что женщина может такая быть, знаете, волевая, с мужским характером. Вот такая женщина. Или мужчина все-таки. Он был как вампир в вашей жизни. Что-то не получалось у вас, что вы задумывали. Скажи ему, и все. Будут какие-то проблемы.
Расскажи то, что ты планируешь, будут какие-то проблемы. Расскажи, как ты себя хорошо чувствуешь, все. Через 2 часа ты будешь себя плохо чувствовать. К вечеру будут, если утром рассказал, к вечеру будет упадок сил большой. Да, был вампир. Возможно, даже до сих пор есть. Но мне вот для кого-то, не для всех, скорее всего, потому что расклад общий, ваш мужчина, ваш муж мог быть вампиром. Да, который, знаете, вот когда ему хорошо, вам плохо. Когда ему плохо, вам хорошо. Когда ему плохо, он слаб и не может с вас ничего тянуть, и вы как возрождаетесь. Вам хорошо, вы здоровы чувствуете себя. Вот когда ему хорошо, значит, он напитался от вас. У кого-то такое было. Не у всех, не у всех. Но вот именно муж вот у кого-то был таким. Это он сам не знал этого? Нет, он сам не знал. Просто вот так в нем сидело. Да, нечаянно как-то слово за слово может поговорить с вами, на скандал вывести, и все. Себе он забрал чего-то хорошенькое, а вы вымотаны. Такое могло быть. Может быть просто, да, какая-то женщина на работе, какая-то родственница даже, просто родственница, которая постоянно, как у тебя дела, там все и звонит, может, и в гости приходит, но вампирит, вампирит. Но сейчас такое есть. Спиной все карты. Двойственно, но спиной. Уходит этот момент, но есть, крутится. Но в данном случае здесь обман спиной и двойственность спиной. У вас оберег есть, поэтому спиной здесь вышли эти карты. У вас оберег, есть какой-то, вы как закрыты от вампира на сегодняшний день. Но все равно по двойственности можно в это попасть. Святой водой умывайтесь. Да, святой водой умывайтесь. Ну, может, у кого-то крестик есть, вы носите. Может, другой какой-то вот, что-то освященное, да, что-то такое вот вы носите. Это как защита. Потом, может быть, недавно были в монастыре или собираетесь, наберетесь оттуда энергии нужных. За свое здравие закажите. И тогда ни вампиры, никто не сможет вам плохо сделать. Хотя иногда может быть какая-то стрессовая ситуация, и может быть вы потеряете силы, но это будет резкое восстановление после этого, если будете под защитой. В руках как держит, что-то как защиту. Вот. Да, за здравие можете себе поставить свечки, себе любимой. Или же заказать 40 уст на здравие, чтобы быть защищенной. Но здесь отвернутая, здесь отвернутая. Если бы была 7 мечей повернута, это значит и сейчас тоже человек может у вас что-то потихонечку воровать. Энергию, силы, удачу может быть даже. Но здесь нет, здесь спиной идет. Так что, слава Богу, но защититься все равно надо. Может, у кого-то талисманчик какой есть, красная ниточка на руке. Тоже иногда носите, когда чувствуете что-то не так. Чувствуете каждый день слабость, красную ниточку на правую руку. Хотя можно и на левую. Тут, в принципе, знаете, кто как любит. Кто как любит. Потому что энергия у всех разная. И как бы... Но она все равно идет. На любую руку. Оно все равно идет. Оно идет как защита. Вот. Кто-то правой рукой пишет, кто-то левой. Да, есть разница тоже. Поэтому защита все равно будет идти. Вот, что еще здесь? Все, по-моему, все такое. Вампирчик, да, крутится где-то и был. А вот когда был, что делал? О, на коне такой, да, деловой, что-то имел, какие-то новые интересы имел. Ну, опять эта карта выходит. С вас вампир тянул, теперь наоборот в вашу жизнь приходит сила. Я про вампира смотрела, и это спросила, вернее. И эта карта говорит, да, вампир крутился где-то рядом, смотрел на вас, прям в глаза вам заглядывал. За руку брал, волосы, может быть, трогал этот человек. И да, тянул с вас энергией, был на коне сильный. Сейчас нет, сейчас он маленький, по пажу маленький человек, у него проблемы с финансами, у него проблемы со здоровьем. И вот такое, да, может быть. Но, опять же скажу, что был и да, где-то крутится. Но вы под защитой звезд и высших сил. 100% здесь. Смотрит на вас, но взять ничего больше не сможет.
Так что обереги себе тоже делайте, на всякий случай. Может, да, у кого какой-то талисманчик, там сами знаете какой, кто-то вам сказал, может быть, где-то в интернете даже вычитали. Все будет хорошо, все справится с этим. И вы выходите из каких-то сильных, просто вас как обволакивало чем-то ненужным, темным, давящим. И вы как возрождаетесь сейчас, возрождаетесь. А с детьми тоже неплохо. Хорошо. Мне нравится эта карта, очень нравится. У кого-то ребенок родится, у кого-то нормально все с вашими детьми будет. Так тоже это же в радость. Это же в радость. Это когда сердечко поет не только от любви, да, вдвоем, а еще от любви, от радости, от счастья, что с детьми хорошо, что там ну, с тем, кого вы любите, да, и вокруг вас, что хорошо, и вокруг вас. Так, ну давайте посмотрим, что на пороге. Да, там стучит, гремит. Посмотрели, что на пороге стоит. О, вы сами здесь на высоте. Кстати, очень хорошо было бы в этот период времени. Последний, да, вот я смотрела там на стучит, когда говорила, да, что у нас там. И там события последних 3 месяцев. Вот за эти 3 месяца вы вымотались. Вам как раз сейчас обязательно, карта говорит, в течение, там, не знаю, 2-4 недель вы должны обратить внимание на себя любимую. Вот наперед теперь, 2-4 недели, вы должны обратить внимание на себя любимую. Прическу изменить, допустим, или подделать там что-то новенькое, обновить. Гардероб, может быть, новенький. В какие-то спа-салоны, может быть, сходить. Здесь карты говорят, что на пороге? Перемены на пороге. Но перемены и в вас тоже должны быть вашими руками сделанные. Вот. Видите, такая красивая дама сидит. Сама знает, что она хочет, и рядышком все такое, да, она себе создала. И фрукты, и бассейн, и в зеркало смотрится, нравится ей. С кем-то общаться будет, потому что тут птичка летает без общения никак, в одиночестве не нужно и никак. Знаете, вы будете что-то новенькое изучать. Что у вас на пороге? Что-то новенькое. Изучать что-то, может быть. Может, курсы какие начнете посещать, да? Может быть, уже диплом какой-то получите. Или бумажку, что у вас пройденные курсы и что-то новое после этого начнете. Может быть, бегом займетесь, как по этой карте. И тут тоже как высшие силы, да, приходит. Или это осознание человека, что больше не надо быть в таких убитых эмоциях, убитых состояниях, надо как-то подняться, да. Да, может, бегом займетесь, может быть, просто физкультурой какой-то дома с утра, там какие-то упражнения, да. Вот, потому что это для вашего здоровья именно сейчас очень нужно, и именно сейчас энергии будут вам способствовать. Вот так вот. 2-4 недели. Вот начинайте. Так, что еще здесь? Будете сами себе на уме. Сами себе на уме, что на пороге. Радоваться, глаза откроются на что-то реально. Вы знаете, вы что-то будете видеть, что вам действительно будет наконец-то нравиться. Не все мимо, 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 как компьютерная игра какая-то, а что действительно как по-настоящему. Не знаю, красивая птица пролетит. Знаете, вам как высшие силы дают силы. Высшие силы дают силы. И вы как будто бы голову от своей посуды, от неперемытой, да, от своих каких-то дел, вы как поднимете. Над вами высшие силы, которые говорят, да, сейчас как раз момент, чтобы ты увидела красивую птичку, которая пролетела, чистую воду, не знаю, водопад, может быть, на водопад сходите, съездите, может быть, около моря живете, волны увидите, давно не были, живете и давно не были. Может такое, может быть, речка, озеро есть, может быть, лес красивый, может быть, еще что-то, не знаю, солнышко и что-то будет сверкать, там, не знаю, роса или снежок, у кого что, да, вот где вы живете, как вы живете, но вы начнете видеть, что у вас на пороге, как дверь открывается в мир. Вот вы на пороге как будто стоите и открываете дверь в мир, и наконец-то видите, что не темно в вашей жизни, а рассвет настал. Рассвет, солнце, да тоже грозу, и ее будете тоже вот как-то видеть, чувствовать, и возможно даже где-то радоваться. Но это природные явления именно. Если какой-то гром неприродный, то знайте тоже, что это тоже проходит. Но это когда
что-то плохое происходит, что-то может быть, как гром среди ясного неба, да, когда ты заболел, когда там еще что-то произошло, это тоже не застоится на одном месте. Да, возможно, что-то будет еще не очень приятное, потому что карты показывали об этом. Но тоже оно будет проходить с Божьей помощью. Высшие силы вам помогут обязательно. Какая-то серьезная ситуация. Вы убегаете от темноты, вы убегаете от плохого. Вы действительно уходите. Какая-то серьезная ситуация, на которую вы не могли долгое время повлиять, но вы как будто связаны действительно в этой ситуации, она заканчивается. Да, высшие силы вам будут помогать. Высшие силы вам будут помогать. И здесь высшие силы как будто бы уже все, уже не могу, уже на последнем издыхании. И вот светящийся такой вот человек, да, это либо, да, с помощью человека, другого, как я и сказала в этом раскладе, или просто вот что-то заканчивается, что-то плохое заканчивается. Вы реально убегаете от этого плохого, темного, непонятного, страшного, может быть, даже так. Вот так. Так что все хорошо, слава Богу. Так что все хорошо. И да, идет на расслабление. Что-то тяжелое вас отпускает. Отпускает. Ну, новые мысли здесь, как бы рыцарь мечей, это новые мысли, новые какие-то знакомства могут быть. Вот. Избавление от иллюзий, кстати. Да, будут избавления на пороге у вас, избавление от иллюзий. Может быть, где-то вы обманывали себя, может, в какой-то ситуации или за какого-то человека. Может, люди какие-то, да, обманывали. Вот вы как бы по рыцарю мечей, как пресекаете это все. Это избавление от иллюзий, от чего-то ненужного в вашей жизни, избавление идет. Вот. Будете планировать, будете выбирать что-то новенькое, обновленное, свежий воздух. Это мечевая масть, как бы, да, рыцарь с мечом. Это свежий воздух в вашу жизнь, да, будете что-то обновлять, планировать, выбирать, какое-то направление в жизни новое, возможно, чтобы выйти из этого застоя, если оно есть сейчас как застой, или каких-то неприятностей, если вот они есть, эти неприятности, да, вы выходите из этого. Знаете, нужно все-таки действительно кое-что пересмотреть в своей жизни и вперед. Кое-что пересмотреть надо, почистить. Вот, шахматы, подумать. Да, шахматы. Подумать очень хорошо над всем, что есть вокруг вас. И вперед, как я и сказала. И вперед. Вот так. Не боясь ничего. Все будет хорошо. Так. Карта темная, перевернутая. Крест перевернутый. Люди. Что-то темное. Что-то как действительно крест перевернутый. Что-то очень-очень нехорошее. Вы поймете это, и оно тоже уходит из вашей жизни, либо вы из этого выходите. Это либо люди, которые делали вам магию, они как остаются в прошлом, все, дверь закрывается. Либо люди, да, которые делали магию, но они закрываются в прошлом, вы оттуда выходите, и на них будет сыпаться все, что они делали. Вот, потом... Это может быть какая-то сложная ситуация в вашей жизни. Это одиночество, которое тоже уходит на задний план, и вы из этого выходите. Но если оно сильно давило вас, да, как перевернуто все, как не моя жизнь все равно. Или что-то вокруг вас происходит, тоже как неправильно. Это все меняется. Да, возможно, нужно еще какое-то время, но это все конкретно будет меняться. Вот 1000000%. Как оттаивание льда идет, как будто прояснение, как будто действительно солнце наконец-то выиграет, а не тьма. Тьма проиграет. О, солнце выигрывает. Это как ледяная королева и солнце. И солнце будет, вот оно растает все, оно как разобьет все. И плохое, да, уходит из вашей жизни. И ваша жизнь начинается с красивого-красивого листика вашей судьбоносной книги. Угу. Ну, вроде бы все. Вот, на 2 колоды здесь. Хватит печалиться, плакать. И хватит уставать. Делайте себе больше разгрузки, делайте что-то то, что нужно для души. И
чему вы порадуетесь. Ну, действительно, для себя что-то. 2-4 недели вам. Вот эти вот силы, вот эти сильные энергии, они будут вам способствовать. Хватит плакать, хватит расстраиваться. Все, что было, ну что ж теперь поделать. Оставляйте в прошлом. Так, и давайте еще этой колоды посмотрю, что еще карты скажут. Радуйтесь, радуйте себя. И птичкам, и цветочкам, и водичке, не знаю, вот радуйтесь. Угу. Новая работа у кого-то будет. Хорошая новая работа. Дама этих бубен, опять говорю. Пентаклей, наконец-то лицом вы смотрите. Все, вы повернулись. Вы повернулись. В конце расклада вы повернулись лицом. Это значит 100% встаете с колен, встаете с каких-то тяжелых моментов, отворачиваетесь и начинаете свой ход дальше. Да, у кого-то работа новая будет, очень интересная и денежная. У кого-то предложение хорошее будет, будете соглашаться на какое-то предложение, и у кого-то любовь. Любовь идет 100% в вашу жизнь. Смотрите, какая радость. Десятка. Радость какая. Радуга жизненная рядом с вами. Во как. Так, королева мечей. Это что? Это как ледяная королева, да? Ну, как растаете, действительно. Тут фонтан такой. Чаша воды такой вот, кубковая масть. Туз кубков. Ну, как звездочки наконец-то начнут открываться с исполнениями новых желаний. Звезды на небе. Выход из тьмы на светлое будущее. Как сердце оттает, как будто бы сердце найдет свое место, как будто сердце наконец-то начнет получать счастье и доброту. Вот здесь как. Планы, стройте планы. Сердце залечит человек, который придет в вашу жизнь неожиданно. И вы будете чувствовать себя силой. Вы, не знаю, как это жезловая королева, королева огня выходит. Вы будете чувствовать себя нужной, как огонь. Ну вот, когда ты кушать готовишь, да, огонь же там сильно-сильный огонь. Он не нужен, чтобы что-то сгорело, но огонь сам по себе он нужен. И вот вы себя будете чувствовать сильной. По вот этой карте, чему быть, того не миновать. Быть деньгам хорошим в вашей жизни и быть успокоению. Сердце успокоится, сердце залечится, это тройка мечей выходит. И сердце радоваться начнет, да, как чему быть, того не миновать, через какие-то, ну, такие какие-то волны жизненные вы прошли, какие-то вот изменения вы прошли, но вы выходите из этого на радость. На огненную радость, когда действительно захочется смеяться. Вот как еще карты сказали. Любовь, любовь. Любовь залечит раны. Любовь, хороший человек. Но по этой карте еще могу сказать, это да, мужчина интересный, хороший человек. Вот ваша идет в вашу жизнь. Действительно так. Я уже здесь увидела, и следующая карта вот эта. Но еще по этой карте могу сказать, что здесь вы будете действительно радоваться тому, что вы не одиноки. Около вас будут счастливые детки, около вас будут интересные люди. Да, может быть, этих людей будет там 1-2 человека, да, но они будут хорошие, они будут действительно для вас. Вот ваша жизнь, когда вы все отдавали, и наконец-то и вам кто-то тоже сможет что-то отдать. Бескорыстно. Не покупая что-то, а бескорыстно. Вот такие люди идут к вам, и сердце будет этому, конечно же, радоваться. Здесь еще такое интересное сочетание идет. Видите, вот эта карта, вот она как на заднем плане. И солнышко. И солнышко такое. Это значит возрождение, выход из темноты, но с исполнениями желаний. Прекрасно. Прекрасно. Стройте планы, все будет хорошо. Планируйте свое будущее, отдых какой-то там, да, решите себе туда съездить, это сделать. Все будет так, как нужно, действительно. Шестерка пентаклей, это ты вкладываешься уже наконец-то для себя хоть немножко, и ты будешь получать от Вселенной то, что ты захочешь. Да, где-то, может, не пойдет. Ничего, значит, что-то другое будет еще лучше. Вот.
Ну все, на сегодня все. Здесь ожидание, карта ожидания. Это, ну, в принципе, вы вот как, да, как на пороге стоит у вас что-то, что вы уже подниметесь и будете свою дверь открывать. Действительно, время ожидания подходит к концу. Чего ты ждешь? Вот, пожалуйста, нулевой аркан, новые дороги, новые возможности, новые пути, новые желания загадываете. Видите, как звездочка падает, да, и можно новое желание загадывать. Так что да. Время ожидания подходит к концу. Живите, радуйтесь, загадывайте, планируйте. Любите себя тоже. И других тоже. Вы по-другому не сможете, но и себя тоже любите. Сделайте себе что-то приятненькое, приятненькое. Все, стучит, гремит на пороге, стоит радость, счастье, доброта. Ой, солнце, рассвет, не знаю, небо, звезды. Что-то хорошее-хорошее в вашу жизнь идет. Дай Бог, да? Да будет так. Все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать другие видео. И я с вами не прощаюсь. Скоро будет новое видео. Посмотрим, что следующие карты скажут в следующем видео. Вселенная как с нами будет работать. Посмотрим, да, что будет говорить, о чем рассказывать. Где-то, возможно, даже предупреждать. Поэтому до следующего видео. Всего доброго, всего наилучшего, здоровья крепкого. Увидимся, услышимся. Все.